Думаю, каждый из вас видел, как дети играют в песочнице. Для них замок из песка – настоящая крепость, а пластмассовый рыцарь – доблестный воин. Мы умиляемся, зная, что это всего лишь игра. Но наш взрослый мир – такая же песочница, только с более сложными игрушками. Вот 3 тревожных аргумента, которые заставят вас усомниться в привычной реальности. Первый. Ваш мозг ежесекундно дорисовывает 90% того, что вы называете реальностью. Второй. Все великие мистики, от Лао Цзы до Канта, в один голос твердили: мир не таков, каким кажется. Третий. Современная квантовая физика доказала: материя существует только при наличии наблюдателя. Мудрецы всех времен шепчут нам на ухо одну странную правду. Все, что ты видишь, не настоящее, твои победы и поражения — лишь тени на стене пещеры, настоящее сокровище спрятано внутри тебя. Но мы так упорно не хотим это слышать. Или, может, мы слышим, но просто не желаем в это верить, ведь тогда нам придется перестать верить и в себя самого, в свою значимость, в свою индивидуальность, в свои собственные успехи и достижения. А эта простая истина пугает нас. Возможно, мы как гусеницы, дрожащие перед превращением в бабочку. Нам страшно выбраться из кокона, потерять привычные границы своего «я», мнимый контроль над жизнью, иллюзию собственной исключительности. Но, может, мы боимся зря. Может, за этой иллюзией нас ждет не пустота, а нечто гораздо большее. Ведь смерть гусеницы есть рождение бабочки. Хотите увидеть мир за пределами песочницы? Узнать, где находится настоящая реальность? Готовы ли вы посмотреть правде в глаза? Не переключайтесь. Следующие 15 минут изменят ваше представление о существовании. С вами Ашраэлен. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Ученые давно доказали, наш мозг дорисовывает реальность. Глаз видит лишь 10% информации, остальные 90% – домыслы нашего воображения. Получается, мы буквально живем в собственной голове. Вы когда-нибудь заходили в комнату кривых зеркал? Ваше отражение то вытягивается в нить, то расплывается в шар, то дробится на странные осколки. Вы смеетесь, но через минуту ловите себя на мысли: а каков я на самом деле? Вы знаете, что это не вы. Но что тогда настоящее? Наш мир — огромная комната кривых зеркал, где все — лишь искаженное отражение. Но не случайное, а специально искаженное. Как художник намеренно искажает перспективу, чтобы создать глубину на плоском холсте, так и Творец упорядочивает реальность, чтобы мы могли ее воспринимать. Здесь правда меняется в зависимости от угла зрения. В нашем мире время — не вечность, а стрела, летящая из прошлого в будущее. Пространство — не безграничное поле возможностей, а измеренные шаги. Мы сами — не бесформенные духи, а тела с границами, с кожей, отделяющей «я» от «не я». Мы думаем, что видим реальность, но на самом деле смотрим в искаженное зеркало. Наше восприятие — это лишь проекция, фильтр, через который абсолютное — Бог, истина, хаос, называйте как хотите, проявляется в упорядоченной форме. Но за всеми этими искажениями скрывается нечто настоящее. Небытие, вне форм, вне законов, вне самого времени. Только чистая, неструктурированная реальность, та самая бесконечность, которая, по словам мистиков, есть, но ее нет. За всеми этими искажениями то, что отражает истинных нас, это не тело, не мысли, не эмоции, а то, что смотрит из глубины. Наблюдатель. Мир иллюзии — это зеркало, оно не врет, оно просто искажает. И наша задача — не разрушить его, а научиться видеть сквозь него. Потому что за всеми отражениями настоящее лицо реальности. Представьте, что вы играете в видеоигру. Вы бегаете, сражаетесь, переживаете, но где-то в глубине души знаете — это просто пиксели. Наша жизнь — такая же игра. Только вместо пикселей здесь материя, время, страхи и желания. Но тот, кто играет, не персонаж. Он внутри. Он и есть настоящий. Настоящее не в зеркалах, не во внешних образах и оценках, не в отражениях, не в чужих мнениях и социальных ролях.
Оно в том, кто смотрит в глубине собственного сознания. Это как если бы вы искали солнце в лужах после дождя. Каждая лужа даст вам отблеск, но само светило высоко в небе. Вы когда-нибудь держали в руках старинную монету? Одна ее сторона рельефная, с четкими гранями и изображением. Другая гладкая, как поверхность озера. Так и каждое творение в этом мире, будь то человек, птица или скромный лопух у дороги, имеет две природы. Проявленную, ту, что мы видим в зеркальном отражении в комнате кривых зеркал, и истинную, что скрыто за границами иллюзии. Ваше тело, как та рельефная сторона монеты. Оно имеет четкие границы, определенную форму, осязаемую реальность. Но дух ваш — это гладкая сторона, где нет гравитации, форм, где вы — часть безбрежного океана бытия. Итак, с одной стороны дух — истинное «я», который уже един с источником, с другой — личность, иллюзорное «я», которое тоже едино с источником, но верит в свою отдельность. Это как волна в океане. Волна думает: «Я отдельная, я рождаюсь и умираю», а океан знает: «Ты — это я, просто в движении». Но волна сливается с океаном, лишь когда забывает о своей отдельности. Так и мы. Пока ощущаем себя отдельными, живем в иллюзии, а когда пытаемся слиться с абсолютом, исчезаем. Путь в мир ограничений похож на движение по спирали вниз. Это погружение в мир иллюзии, в материю, в жесткие формы, в логику, где все должно быть понятно, измеримо, предсказуемо. Это мир науки, технологий, контроля. Чем больше правил, чем жестче рамки, чем уже взгляд, тем дальше вы от источника, тем сильнее искажение реальности. Но есть и другой путь, противоположный, путь расширения, путь вверх, к хаосу и бесконечности. Он ведет к растворению границ, к принятию хаоса, к слиянию с бесконечностью. Это движение к источнику, а значит, к распаду иллюзий. Чем ближе к истине, тем меньше уверенности, больше неизвестности, сильнее страх исчезновения. Потому что познать Бога значит перестать быть привычным собой, значит потерять себя как личность, но не в темноте ограничений, а в свете всеобъемлющего понимания. Ваш дух — это мост между жесткими законами материального мира и свободой абсолютной реальности. И каждый миг вы выбираете, к чему повернуть свою монету, к четким граням формы или к безграничной глади истины. Помните, вы всегда одновременно и узник комнаты кривых зеркал, и свободный дух за ее пределами. И только от вас зависит, на какую сторону монеты смотреть сегодня. Но зачем нужна эта иллюзия? Зачем Творцу или Вселенной, если угодно, создавать этот сложный театр теней? Если все вокруг обман, зачем в нем жить? Если все, к чему я стремился, чего достиг, все ложь? Если призрачно даже наше право на выбор, зачем эта жизнь нужна? Попробую ответить на этот вопрос. Мир иллюзии — игра. Если верить в его реальность, будет больно. Если отрицать его полностью, незачем жить. Если видеть игру в игре, можно быть здесь, но не принадлежать этому месту, быть наблюдателем. Тот мир иллюзии, в котором мы все существуем, работает как тренажер для космонавтов. Вы ведь не станете учиться летать сразу в открытом космосе. Нужна имитация, с безопасными, но правдоподобными условиями. Наша жизнь — такой же тренажер, где каждая ситуация — специально подобранное упражнение для роста. Мир иллюзии нужен, чтобы расти. Представьте садовника, который сажает семя в горшок. Почва, вода, свет — все это временные условия, но без них цветок не раскроется. Так и наша душа. Мир — тот самый горшок, в котором она прорастает. Болезни, потери, обман, разочарование — все это тренировка. Как алхимик превращает свинец в золото, так и мы, проходя через иллюзии, оттачиваем свою суть. Пробужденный человек, то есть тот, кто осознает, что живет в иллюзии, во-первых, не верит каждому отражению, а во-вторых, не злится, когда правда снова меняется, и помнит, что тот, кто смотрит, и тот, кто в зеркале, не одно и то же. Он наслаждается игрой, ведь даже кривые зеркала — часть великого замысла,
где душа вспоминает, кто она есть. Как сказал один странный философ, иллюзия — это не обман, это тренировка перед настоящим. Так что смейтесь над кривыми отражениями, ищите, ошибайтесь. Главное, не забывайте, кто здесь настоящий. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.